Теплые пляжи и вечно зеленые прибрежные леса Юго-Восточной Азии. Это настоящий рай для всего живого, но о спокойной и размеренной жизни можно только мечтать, ведь в этих краях обитает настоящий монстр. Ловкий в воде и быстрый на суше, этот гигантский ящер закован в тяжелую броню, вооружен огромными когтями и острыми зубами. Он вечно голоден, абсолютно бесстрашен и всегда готов постоять за себя. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – грозный полосатый варан. Полосатый или водяной варан – невероятно крупная ящерица, по массивности уступающая разве что комодскому родственнику. Длина тела может превышать 2,5 метра, а масса отдельных особей переваливает за отметку в 20 килограмм. Наиболее крупные вараны обитают в Малайзии. При этом ящеры облюбовали значительную часть Юго-Восточной Азии. Их можно узнать по темной окраске с желтыми пятнами и полосами, хотя отдельные подвиды могут быть почти полностью черными. Это один из немногих видов ящериц, которые приспособились к жизни не только на суше, но и в воде, причем как в пресной, так и в соленой. Сплющенный по бокам хвост и гибкое тело делают варана превосходным пловцом. Он может нырять и задерживать дыхание до 30 минут. В поисках пищи хищник свободно путешествует между берегами, проводя в воде почти третью часть своей жизни. Как и у других рептилий, важнейшим органом восприятия является раздвоенный язык, который подсказывает точное направление к цели, даже если та надежно скрыта от посторонних глаз. Орудуя мощными лапами, хищник с легкостью раскапывает прибрежный песок, быстро добираясь до любимого лакомства – черепашьих яиц. Однако богатое белком угощение привлекает не только варанов. Очковая или индийская кобра – не менее жадный охотник, но когда пути рептилий пересекаются, никто не хочет уступать. Присмыкающиеся оценивают друг друга, и каждый из них раздувается, чтобы впечатлить соперника. Когда и это не возымело эффекта, змея делает предупреждающий выпад. Твердые чешуйки надежно защищают тело варана, но в этот раз он решает не рисковать, хотя все же оставляет за собой последнее слово. Отступление вполне логично. Как оказалось, ящер заранее приметил яйца, и перед взором змеи предстали лишь следы былого пира. Полосатые вараны едят любую животную пищу, какая только полезет в рот, включая собственных младших сородичей. Они часто прогуливаются по берегам водоемов, где можно поживиться как падалью, так и местными обитателями. Даже крепкий панцирь краба не устоит против мощных челюстей с острыми как бритва зубами. В огромную пасть часто попадает рыба, черепахи и небольшие крокодилы. Варан извлекает пользу даже из засухи и палящего солнца. Пересыхающие озера становятся источником неограниченных запасов пищи. Обезьяны также включены в обширный рацион охотника, поэтому им придется поискать водопой в другом месте. Развивая скорость до 20 км в час, взрослый варан может напасть даже на зазевавшегося оленя. Местные пещеры являются домом для миллионов летучих мышей, и хищник просто не может пройти мимо. При невероятной численности все они недосягаемы для варана, но он знает, что и здесь не обходится без исключений. Его абсолютно не пугает зловонная от жизнедеятельности мышей жижа, когда на кону появляется легкая мишень. Единственная возможность выжить
добраться до берега, но охотник быстро лишает жертву последнего шанса. Многочисленные змеи могут стать не только конкурентами, но и сытным обедом. Причем варану по зубам как невероятно ядовитые кобры, так и сильные сетчатые питоны. Здесь все зависит от размеров охотника и добычи, вплоть до обратной ситуации. Ведь некрупный варан тоже может стать кормом взрослой змеи. 3-сантиметровые острые когти – поистине универсальное оружие, которое используется не только в драке, выкапывании или удерживании добычи, но и помогает взбираться на высокие деревья. Даже с учетом своих размеров и веса, варан с легкостью карабкается вертикально вверх. Когда речь идет о добыче, его просто не остановить. Правда, спуститься с такой же грацией ему редко удается. Полосатые вараны ведут строго одиночный образ жизни. Они не делят территорию, но при обнаружении пищи агрессия хищников возрастает в разы. То же самое касается конкуренции за самку. Огромные ящеры встают на задние лапы и, словно два рестлера, пытаются повалить друг друга на спину. Хороший шанс для постороннего, чтобы стащить лакомый кусок. При этом сражения часто происходят прямо в воде и могут длиться более получаса, пока, наконец, один из борцов не оставляет поле боя. У взрослых варанов не так много естественных врагов. В редких случаях они могут стать жертвой бенгальского тигра, крокодила или крупного питона. Но на значительной территории обитания ящеры являются высшими хищниками, и им попросту некого бояться. Отношение местных жителей к варанам неоднозначное. Во многих регионах их истребляют, употребляя мясо в пищу и пуская шкуру на изготовление аксессуаров. Но, к примеру, в Шри-Ланке ящеры считаются полезными животными, так как поедают опасных для рисовых полей крабов, а также ядовитых змей. В целом, невероятно широкое распространение пока не ставит популяцию под угрозу, но уничтожение естественной среды обитания явно не идет варанам на пользу. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!